Оружие пошло в Украину, запретов нет. 48 часов до громкого заявления Трампа, которое он анонсировал дважды за сутки, что произойдет в понедельник. Кремль отреагировал на слова американского президента. Как? Путин готов рисковать и ожидает обвала фронта. Москва ждет капитуляции Украины. Пишет западная пресса. Что дает такую уверенность? Взрыв газопровода в Сибири, который работает на российский ВПК. Украинская разведка заявляет об успешной спецоперации практически в 3000 километров от Киева и называет сроки завершения войны. Какова реакция России? В Европе заговорили о непобедимости РФ. Москва наносит удар по Польше. Варшава обратилась к полякам. Китай создает пчел-разведчиков, а Кремль объявил войну Азербайджану. Новый поворот в громком скандале. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Киберпчелы станут военными разведчиками Китая. Пока мир спорит о дронах, Пекин уже пошел дальше и глубже, в мозг. Причем не человеку, а пчеле. Ученые из Пекинского технологического института превратили обычных медоносных тружениц в летающих киборгов-разведчиков, способных выполнять задания по четкому курсу. Система уже работает, об этом пишет The Telegraph. Профессор Джао Цзелян и его команда разработали нейроконтроллер весом всего 74 миллиграмма, меньше, чем щепотка соли. Устройство крепится к спине пчелы и с помощью 3 микроскопических игл внедряется прямо в ее мозг. Насекомое получает команду и летит, куда прикажут. Миниатюрные киборги – идеальные разведчики и спасатели. Их можно оснастить камерами, микрофонами и сенсорами. Ученые уверены, в будущем такие пчелы будут использоваться в разведке, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также в миссиях по спасению людей после катастроф. Из минусов — батареи пока быстро разряжаются, а более емкие слишком тяжелые. И универсальность тоже проблема. Каждому виду насекомых нужен свой ключ управления. Напомню, что недавно КНР продемонстрировала дроны размером с комара, готовых к другим сверхточным задачам. С помощью этой технологии ученые считают, что киберпчелы могут быть использованы в секретных операциях или миссиях в местах, недоступных для людей. Микроустройства могут быть оснащены камерами, устройствами для прослушивания и датчиками, позволяющими насекомым собирать и записывать информацию, которая затем передается оператору. Украина и Россия застыли в ожидании. Одни из главных тем западной прессы – заявление Лаврова и анонсированное решение Трампа по России. Остается меньше 48 часов до того, как американский президент сделает то самое важное заявление по РФ, которое он анонсировал накануне после слов о разочаровании Путиным. На фоне этого Зеленский накануне делает также официальное заявление. Военная помощь вновь пошла в Украину. Все разблокировано, табу сняты. Киев ждет в гости Кита Келлога и европейскую помощь. ЕС собирается вооружать Украину. Мы получили политические сигналы самого высокого уровня. Хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. Согласно всем докладам, поставки возобновлены. На следующей неделе мы продолжим работу с американской стороной на военном уровне. В частности, наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильные шаги и по санкциям против России за эту войну. Давление должно сработать. Кроме того, внимание медиа приковано к тем загадочным предложениям по Украине, которые передал глава российского МИДа госсекретарю США Рубио. Лавров накануне несколько раз ушел от ответа, что же предлагает Москва – ультиматумы или уступки. Лавров решил пошутить и намекнул: Москва готовит сюрприз. Я хочу ответить словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Ну, я не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, если вы же знакомы с дипломатической деятельностью, вы нас часто сопровождаете. Есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом. Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, ну, все-таки мы серьезные вещи обсуждали.
В Кремле также, как говорит Песков, по понятным причинам раскрывать карты и говорить о своих предложениях не стали. В то же время у Путина также пристально следят и ждут, что же объявит, заявит или решит Трамп. Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства. Отмечу, что Лавров и Рубио за сутки дважды проводили переговоры, второй раз более неформальные. Однако их общение на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии попало в объектив камер. Рубио заявил, что никакой загадочности в этой быстрой беседе нет. Кроме того, уверяет, что новые переговоры никак не касались Украины. Однако все предложения, озвученные Лавровым ранее, уже переданы Трампу. Он их изучает. Я говорил с президентом прошлой ночью, но у меня нет новостей, чтобы сообщить вам сейчас. Как я сказал, вчерашняя встреча, я не хочу ее переоценивать, но она была конструктивной, и есть некоторые вещи, на которых, возможно, можно строить дальше, а может и нет, я не знаю. Мы узнаем, но есть некоторые вещи, которые мы, возможно, будем изучать. Я передал это президенту и нашей команде прошлой ночью. Загадочности при этом накануне добавил и сам Трамп, опять же, двумя анонсами о том, что Россию что-то ожидает. Накануне вечером он отреагировал на информацию о российском ударе по Харькову. Очень коротко, но тоже с интригой. Предлагаю послушать. Я знаю, вы увидите, что будет происходить дальше. Действия, решения и заявления Трампа не находят сейчас поддержки участия его сторонников, и они раздражены, об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Авторы материала уточняют, что Трамп стал занимать более жесткую позицию по отношению к Путину, возобновил поставки оружия. Это события и не только стали красной тряпкой для тех, кто поддерживает американского президента. Война без конца на горизонте станет испытанием для сторонников МАГА, и объявление об отправке дополнительного оружия на Украину вызвало жалобы некоторых сторонников, которые говорят, что не за это голосовали. Уже были волнения из-за ударов Трампа по Ирану. Но вот в Украине уверены, что войны без конца на горизонте может не быть. Глава украинской разведки Буданов заявил, что позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Буданов даже озвучил вероятные сроки войны, говорит, что все достижимо, важны обстоятельства. Буданов подчеркнул, что прекращение огня необходимо достичь как можно скорее и не позже конца этого года. Реально ли это? Да. Сложно ли? Нет, сказал он. Для этого нужно как минимум 3 стороны – Украина, Россия и США. И мы к этому придем. При этом украинские и западные медиа со ссылкой на ведомство Буданова пишут о новой спецоперации, но на этот раз не СБУ, а ГУР. В сообщении говорится о подрыве газопровода в Сибири, ЧП в городе Лангепас, Тюменской области. РБК Украина пишет, что в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. Издание Bloomberg акцентирует внимание на том, как далеко находится этот объект от Украины. По словам представителя украинской военной разведки, осведомленного о ситуации, в ночь на четверг в Ханты-Мансийском регионе России, примерно в 3000 километрах от Москвы, в рамках специальной операции был взорван газопровод мощностью 2,6 миллиарда кубометров в год. Российская сторона потерь не подтверждала. Нью-Йорк Таймс пишет, Путину вообще без разницы, что говорит и делает Трамп. Авторы материала уточняют, что Путин убежден в превосходстве России и считает, что фронт и украинская оборона могут рухнуть, а поэтому он собирается рисковать, сообщили изданию 2 источника, близких к Кремлю. По мере того, как Трамп выражает свое разочарование в Путине, становится все яснее, что Путин готов рискнуть отношениями с президентом США ради достижения своей главной цели после 40 месяцев полномасштабной войны – капитуляции Украины на его условиях. Итак, что же за заявление Трампа мир услышит в понедельник? Идет ли речь о введении санкций или же будет отмашка бомбить Москву? Помните, Трамп ведь якобы говорил Путину о таких своих желаниях. Или же ничего не будет, и Трамп после заявит, что это была шутка, сарказм, и он не имел в виду ничего серьезного. Друзья, какое ваше мнение? Оставьте комментарии под видео. Параллельно с этим, если не сложно, лайкните этот выпуск и, конечно же, подпишитесь на канал Время Прядко, чтобы не потерять меня. Спасибо, друзья, всем тем, кто пишет слова благодарности. Я рад, что вы со мной и только здесь. А я продолжаю.
Российский удар по Польше. МИД РФ решаются нанести ответный удар. Страна закрывает двери консульства Польши в Калининграде. В мае этого года власти Польши решили закрыть консульство РФ в Кракове. Польский МИД пошел на такой шаг после того, как следователи установили, что к поджогу большого торгового центра в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы. Польское генконсульство в Калининграде прекратит работу с 29 августа. Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша. Польша отреагировали на так называемый зеркальный ответ РФ. В польском МИДе заявили, что в отличие от Москвы, Варшава не занимается саботажной деятельностью, не осуществляет кибератак и не ведет действий против российского государства. Поляков призвали обходить Россию 10-й дорогой. Министерство иностранных дел Польши будет адекватно реагировать в отношении Российской Федерации, и одновременно хочу обратиться к польским туристам с просьбой по возможности не выбирать Россию в качестве направления для путешествий. Опыт других стран показывает, что туристы могут легко оказаться обвиняемыми по самым разным поводам. Скандалы между Киевом и Будапештом не утихают. Премьер Венгрии Орбан сделал 2 выпада в сторону Зеленского буквально за несколько часов. В своих соцсетях он намекнул, что Россия непобедима в военном плане. Далее цитата: «Брюссель продолжает сжигать миллиарды, но ядерную державу невозможно победить на поле боя. Остановить войну может только дипломатия», считает Орбан. Второй выпад – это реакция на пост Зеленского. Напомню, накануне Зеленский сообщил, что обсудил вступление Украины в ЕС с лидерами Евросоюза. Орбан вновь заявил, Украину не хотят видеть в ЕС. Пора президенту Украины понять, что он не может указывать венграм, каким должно быть их мнение. Венгрия – первая страна, которая провела референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что если референдумы будут проведены в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии. Европейцы не хотят допускать войну в Союз. В то же время в украинском МИДе решили закрыть рот Орбану. Там отреагировали на заявления венгерских СМИ, которые писали о смерти украинского военного венгерского происхождения Иосифа Шебештеня и причастности к этой смерти ТЦК. В Киеве назвали заявление манипуляцией. Дело в том, что заявления, сделанные по поводу инцидента, который произошел, по поводу трагедии, которая случилась, заявления руководства Венгрии относительно мобилизации в Украине манипулятивны, они полностью искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде. Почему я так говорю? Все очень просто. Посмотрите на эти заявления, которые звучат из Венгрии. Россия вообще нигде не упоминается. Создается впечатление, будто мобилизация в Украине существует просто сама по себе, только потому, что правительство решило мобилизовать граждан. Литва готовится отражать воздушные атаки. В стране, граничащей с Россией и Беларусью, заговорили о создании мобильных огневых групп для защиты критической инфраструктуры от потенциальных ударов российских беспилотников. Пока в планах закрыть объекты Вильнюса. Столица закупит специальные автомобили, компьютерную технику и осветительные системы, а МВД обеспечит команды необходимым вооружением. Заявления прозвучали на фоне нарушения воздушного пространства беспилотником из России. В Литве говорят, включать воздушную тревогу смысла не было. Кроме того, военные объяснили, почему не открыли огонь по воздушной цели, которая залетела в страну НАТО. Говорят, не попал под определенные критерии. Применение оружия должно быть оправданным. Например, если враждебный беспилотник направляется к развалинам, нецелесообразно использовать для его уничтожения дорогостоящую ракету «Насамс». Однако, если даже самый дешевый дрон атакует критически важный объект или представляет угрозу жизни людей, он может быть уничтожен любыми доступными средствами. Напомню, 10 июля в Литве подняли по тревоге истребители из-за неизвестного дрона, залетевшего из Беларуси. Руководство страны пряталось в укрытиях. Беспилотник упал примерно в километре от границы с Беларусью. Позже в Министерстве национальной обороны Литвы заявили, что это российский дрон Гербера, изготовленный из фанеры и пенопласта. Такие Россия часто использует в Украине для того, чтобы запутать украинскую ПВО. Россия объявила войну Азербайджану. Торговую. На фоне ухудшения отношений с Баку Москва усиливает давление на азербайджанских поставщиков фруктов и овощей. Как пишут российские СМИ, в частности Moscow Times, на днях в Краснодаре сотрудники Роспотребнадзора заблокировали ввоз 18 тонн персиков и нектаринов. В партии фруктов якобы нашли опасных карантинных вредителей. Ранее претензии были к томатам из Азербайджана. Глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Башир Гулиев считает, что резкий рост претензий выглядит как попытка искусственно ограничить азербайджанский импорт.
Если еще до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений о якобы наличии подкарантинных вредителей приходится именно на этот период. Обострение между Москвой и Баку началось зимой после крушения пассажирского самолета азербайджанских авиалиний. Тогда в Баку заявили, что Россия пытается замести следы и утаить информацию о повреждении самолета в результате работы ПВО в Грозном. Алиев требовал извинения от Путина. А уже новый международный скандал вспыхнул после того, как в Екатеринбурге российские силовики устроили рейды в домах азербайджанцев, как заявлялось, в рамках расследования убийства 20-летней давности. Тогда двое задержанных погибли во время действий ФСБ РФ. Речь о братьях Сафаровых. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.